Сегодня я покажу сборку моего магнитного угольника для сварки. Для стенок магнита я выбрал цинкованную пластину из магазина Leroy Merlin. Одной широкой пластины хватит для сборки одного магнита. Распечатав ранее подготовленный чертеж, ссылка на ролик будет в описании, я разметил пластину и приступил к ее распилу. Пластины легко режутся болгаркой с отрезными кругами по металлу. Элементы стенок были вырезаны с запасом в 1-2 мм. Этот запас я обработал в дальнейшем на точильном круге. Там же я и обработал острые углы. На точильном круге, так же как и с болгаркой, работа велась с двумя стенками одновременно. И только такая обработка позволила получить одинаковые по размерам элементы. После механических операций у меня получились элементы, которые по размерам точно повторяли разработанный мною чертеж. Во время обработок стенки были соединены двухсторонним скотчем, и отверстия в заготовках получились идеально соосными. Примерно прикинул расположение магнита. После этого в магазине радиотоваров были приобретены стойки для установки печатных плат. Высота стоек соответствовала толщине магнита. Соответственно, при последующей сборке магнит не будет перетянут или не дожат. Установив гроверные шайбы от возможных выкручиваний винтов и используя фиксатор резьбы на всякий случай, я приступил к сборке. Забегая вперед, скажу, получив опыт использования данного магнита на стройке, рекомендую не устанавливать стойку посередине, а вырезать сквозное отверстие для удобного зацепа и сброса магнита с заготовок. Закрепив все стойки на одной из стенок и установив магнит, я закрыл корпус второй стенкой и приступил к полной сборке. Вот таким получился магнитный угольник для сварки. Цена вопроса около 150 рублей. Ссылка на видео с разработкой чертежа и сам чертеж будет в конце видео. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.